up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. Dzień dobry wszystkim. А мы вчера ходили в магазин, в общем. Пришли в магазин, а там совсем ничего нет. Пустой магазин. Вообще пустота. Яиц нету. Ничего вообще. И сегодня мы идем еще раз в магазин, в Lidl на этот раз. Попробуем найти там, потому что дома кончились яйца. Зашли в другой магазин, полки, конечно же, полные. Так что все это вчера было просто так. По ходу дела, полки полные, все на месте. Весь магазин людей, все есть на месте. Но ладно, дело не в этом. Сейчас у нас идет второй триместр. И мы начинаем подготовку к государственным польским экзаменам. И сейчас я очень упорно подсела на польский язык. Я смотрю весь YouTube на польском языке. Я полностью смотрю все фильмы на польском языке. Захожу в книжные магазины, покупаю литературу, книги на польском языке. Мы очень готовимся к этому экзамену. Надеемся, что он пройдет хорошо. В центре сегодня, видите, все гуляют, все ходят по всяким антикварным магазинчикам. Видите? Смотрите, как прикольно. Очень красиво все. Смотрите, как я и говорила, сегодня вся Польша на улице. Я уже много раз рассказывала, что в Польше прям люди очень-очень много гуляют. Это старая рыночная площадь, старое место. Вроде бы оно на реставрации, но посмотрите, сколько народу здесь сегодня. Все гуляют, летает куча птиц. Вообще со всех сторон люди идут. Очень классно. Видите, а там небо какое. Посмотрите на эти домики. Очень красивые. Меня постоянно в комментариях спрашивают, а правда ли, что на рыночной площади живут люди? Я скажу, что я не знаю, но так я почитала в интернете немного, и в основном тут находятся только отели, рестораны, хостелы всякие. По-моему, только так. Летом вы даже не представляете, насколько здесь все будет красиво. Да, Яся? Тоже в самом центре города, на старом месте, находится музей. Великопольский музей войсковый. Здесь вот пушки на входе стоят. Рядом стоят такие ресторанчики. Nic nie robią. Nie, no zresztą pytają, no ale co to? Ja do biura idę gdzieś 4 Кстати,
Все спрашивали про туалеты. Вот они, туалеты. Они есть по всему городу. Есть бесплатные, есть платные. Вот, допустим, если проходит какая-то ярмарка, либо проходит какой-то супер праздник, то все туалеты, конечно же, бесплатные. Рестораны сегодня, наверное, все переполнены. Сегодня также я бы хотела затронуть тему польской кухни, потому что оказывается, что я очень и очень мало знаю о польской кухне, и мне бы очень хотелось, чтобы подписчики мне немножко в этом помогли разобраться. Подскажите, пожалуйста, какие у вас есть блюда, которые вы прям очень любите кушать? Потому что я прочитала в истории Польши там бигус, пироги, много-много всяких блюд, но мне интересно еще помимо этого, какие блюда вы готовите дома. Может быть, у вас есть какие-то необычные рецепты, или вы мне посоветуете попробовать какое-то блюдо. Я бы очень-очень хотела попробовать польский росол. Это зупа такая, потому что когда я была мала, бабча часто мне готовила такой суп, когда я приезжала к ней в гости. Поэтому думаю, что сейчас я готова попробовать снова этот суп. И хочу снова начать поглощать польскую кухню, потому что думаю, что это очень-очень будет вкусно. Многие спрашивали по поводу культуры вождения в Польше. Когда мы приехали в Польшу, мы долго не могли привыкнуть к этой культуре вождения, потому что в Польше она совсем другая и совсем не похожая, так как было раньше. Здесь водители всегда останавливаются, независимо от всего, они останавливаются, даже если это не пешеходный переход. Здесь есть везде велодорожки, так что водители велосипедов едут по своей дорожке, а люди идут по своей дорожке, и никто никому не мешается. Водители на машинах, они всегда останавливаются перед пешеходным переходом, всегда пропускают, никто здесь не гоняет, все относятся друг к другу с уважением. Хотелось бы сказать про работу трамваев, либо же про работу автобусов. Здесь трамваи и автобусы, они сделаны так, чтобы все люди, без исключения, могли пользоваться им беспрепятственно. Вот, допустим, едет трамвай, и, допустим, нужна помощь человеку с ограниченными возможностями. Водитель трамвая выходит из трамвая, подходит к двери, вытаскивает такую специальную, на которую человек может заехать, и также он потом его выпускает. Поэтому все люди без исключения могут пользоваться общественным транспортом. Также есть дни в Польше, когда, допустим, все люди, кто покажет, что у него есть водительские права, они могут проехаться бесплатно. Это связано с экологией, чтобы воздух был чище, и на самом деле все больше и больше власти Польши хотят, чтобы больше людей передвигалось на велосипедах, либо выбирало какие-то более безопасные для воздуха, для окружающей среды системы для машин. Там электромобили, либо же на природном газе. Здесь очень заботятся об этом. Также очень интересный факт, который я заметила именно в Польше, это то, как люди переходят дорогу. Знаете, здесь люди переходят дорогу не так быстро. Никто тебя не пиликает. Здесь я пиликанье вообще, наверное, не слышала ни разу. Кроме как на День независимости проходила колонна ретро-машин, и вот там были пилик-пилик слышны, гуденья. А вот так на простых улицах обычно никто не пиликает, спокойно все в городе. Такая есть большое отличие, которое вот отличает вот эту культуру всю дорожную, системную.
это то, что люди на пешеходных переходах, на светофорах, они очень медленно переходят дорогу, никто никуда не торопится, все идут своим шагом, и никто никуда, да, не спешит, не торопится, поэтому это на самом деле очень интересно, и всегда можно увидеть, кто недавно приехал в Польшу, потому что мы все бежим через этот пешеходный переход, а люди в Польше, поляки, они по-другому ведут себя на дороге. В общем, про культуру вождения вот на самом деле можно снять вообще отдельное видео. В Польше, мне кажется, очень здорово и очень удобно иметь машину. Мне кажется, поэтому здесь, в принципе, все по достижению 18 лет сдают на права, делают себе водительское удостоверение, покупают себе машину, потому что и вправду в Польше очень удобно водить машину, это не напряжно и нету, наверное, дискомфорта какого-то. Поэтому, когда у меня все получится решить с документами, конечно же, мы с Антоном тоже пойдем учиться на права, конечно же, тоже со временем мы купим себе машину и, надеюсь, все. Так же, как обычно, спасибо всем большое за поддержку, спасибо за ваше внимание, спасибо, что смотрите мой канал. Bardzo dziękuję wszystkim. Не забывайте подписываться и ставить лайки. Пока-пока. До widzenia.